Рада всех видеть, мои прекрасные. Сейчас будет мощный расклад, но чтобы все хорошие предсказания карт вашей жизни реально сбылись, вашей психике нужна емкость и сила. Поэтому в первую очередь смотрите мою папку «Сама себе психолог». Там собраны ролики, которые убирают ментальные блоки, лечат синдром хорошей девочки и возвращают вам вашу корону. Прокачайте себя сначала там. Итак, тема расклада. Сплетни о тебе. Что нового на форуме твоих недоброжелателей? Твое имя в чужих устах. О чем же шепчутся в кулуарах? Сегодня мы проведем мониторинг того самого форума, где твои недоброжелатели пытаются разобрать твою жизнь по косточкам. Сегодня мы вскроем повестки дня, да, какую твою недавнюю победу или осечку они обсуждают активнее всего. Кто там главные спикеры, кто подливает масло в огонь и зачем им это все нужно. И влияние на реальность. Дойдут ли эти слухи до важных для тебя людей или заглохнут в их очень узком кругу. Делаю вашу сигнификацию сразу. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Ух ты, а что это у нас тут? Токсичное счастье. Переход на новый уровень. Как раз вышла последняя карта сплетен. Кстати, сплетни могут касаться вашего, знаете, какого-то нового витка в вашей жизни, да, или попыток ваших перейти на новый уровень. Или, допустим, вот если знаю, что у вас тут какой-то был период не очень удачливый, да, не очень там счастливый в жизни, бывают разные времена, и при этом он как будто заканчивается, и вы жаждете, чтобы в вашу жизнь влетело что-то новое, случилось что-то новое, там, то ли это выбор новой работы, новое место жительства, новый партнер, ну чего-либо, да, вот развитие. Тут как будто бы вы в ожидании этого всего, в предвкушении. Вот по этому поводу, по поводу ваших ожиданий, по поводу ваших каких-то планов, вот тут сплетни могут быть о вас. При этом так интересно, вокруг вас может быть токсичное окружение, ну, может, как у каждого из нас, да, быть какие-то люди, которые пытаются там как-то вот, то ли проманипулировать, то ли навязать свои какие-то правила игры. При этом показано вы, несмотря на все это, карта счастья, говорите, нифига, я все равно буду счастлива, мое счастье в моих руках. Старайтесь не отвлекаться на этих людей, да, это как собаки лают, караван идет, что-то из этой серии. Вы говорите, мне этот нужен категорически, 100% мне нужен этот переход на новый уровень. При этом вполне возможно сейчас такое состояние, где вам комфортнее самой собой. Вы хотели бы побыть самой собой наедине. Как-то так. А ну давайте я еще доложу. Токсично это. Ух ты. Кстати, вы сейчас, может быть, даже какой-то период меньше общаетесь с вашими друзьями, с людьми, которые, ну, позиционируют себя друзьями вашими. Вас многие могут раздражать. А многие вы так как-то можете считывать, если раньше этого не считывали, то можете так как-то пообщались, какой-то как осадочек, и нежелание больше общаться. Или же, опять-таки, осознание такое, как будто за ваш счет может кто-то пытаться то ли самоутверждаться, то ли как-то, ну, как-то себя так вести, вы себя чувствуете, знаете, если это друг, ты как открыт, как ребенок, да, и параллельно можете считывать, а человек то ли не особо искренен, то ли у него какие-то двойные там подводные, двойные стандарты, и при этом это же ваш друг, и как-то вот тут что-то такое. Как раздражение у вас может быть. Вы для себя осознаете, да не хочу я больше общаться. Или не хочу так часто общаться. Ну, почему-то у кого-то прям так у меня выходит. И сами себе говорите,
может и нужно там перезвонить, может нужно как-то состыковаться, а думаете, так а зачем, я не хочу. Тут сейчас спрошу, переход на новый уровень, черная кошка, это о чем? Солнце. Сила. Основное тут, чего вы хотите, это силы, тут карта сила пришла, уверенности в себе, в своих силах. Опять тавтология, ну, тут, скорее всего, хотите иметь вот эту опору на саму себя, чего бы это ни касалось, то ли выбора там нового рода деятельности, то ли там в отношениях с партнерами, может быть, даже с теми друзьями, с окружением. Тут основное, как будто бы вы говорите, я, с одной стороны, хочу не предавать себя, вот, чего я хочу, что я хочу, то и делать. Ну, понятно, чтобы это не было там токсично для других, но при этом вы говорите, я не хочу никому другому позволять за мой счет, там, чтобы он самоутверждался или как-то впускать в свою жизнь этих людей. И вот тут такое какое-то состояние у вас сейчас, вот как вы вглядываетесь сами в себя и думаете, а чего именно я хочу? Тут такое вот больше. Черная кошка. И пытаетесь, может быть, даже есть какие-то у вас варианты, это переход на новый уровень, какие-то возможности, варианты, шансы даже. И вы, с одной стороны, не хотите их упустить, а с другой стороны, вы хотите разобраться, а именно это вам нужно, да, потому что это может быть красивая оберточка, как в шоколадной конфетке, да, а внутри совершенно не факт, что там эта шоколадная конфета будет. Что-то тут такое тоже. Или то, что для одного это конфета, для вас это может быть вообще оно неприемлемо и оно вам не подходит. Так. Ну, сплетни, опять-таки, тут я быстренько уже, сплетни в основном идут по поводу вашей какой-то деятельности, ваших проявлений, попыток, может, себя реализовать. При этом, знаете, эти сплетни, они все равно как-то с опаской про вас говорят. И тут в конце подчеркнута карта сова. Это скорее ваша мудрость, то ли то, что вы на них не реагируете, то ли вы это воспринимаете как неотъемлемая часть этой вашей жизни. Если человек к чему-то стремится, планирует, делает какие-то шаги для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, то, ну, понятно, будут сплетни. Это как карта крест, это как, ну, неотъемлемая часть моей жизни. Да, я знаю. За мной следят в плане, наблюдают за моими какими-то тут шагами, действиями. Такая девочка, которая уже знает цену и дружбе, и отношениям, и в принципе, особо не наивная. Такая. Но при этом карта счастья. Вы говорите, я знаю, как быть счастливой, и я не позволю никому омрачить это мое счастье, состояние мое. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, расклад сплетни о тебе. Что нового на форуме твоих недоброжелателей? Первое, мы смотрим. Архитектор этих слухов. Кто придумал этот сюжет? Придумывает женщина, мужчина или группа лиц? Давайте смотреть. Мужчина сразу вышел. Ух ты, их даже не один. У меня такое ощущение, как будто бы между собой двое мужчин о вас разговаривают. Ну да, очень похоже. Знаете, двое мужчин. Один король пентаклей проигрывается, другой король мечей. Ну, один больше ориентирован на материалку, зарабатывание денег. Может не свободен быть, да. Второй, тут мечевой, более холодный, рассудительный, такой аналитический склад ума. Но тут это тоже какой-то такой, как вам сказать, мужчина. Про стабильность, про зарабатывание денег, тоже это все сюда. Может, карьерист тут больше даже. Как-то так. Такое ощущение, как будто бы они тут спонтанно в моменте могли пересечься. Это даже могут быть коллеги по работе, да, там ваши бывшие коллеги по работе, допустим, или настоящие. Вот спонтанно встретились. Карта шут-дурак, это
встреча какая-то такая, и тут тройка кубков еще, могли пойти где-то там выпить, опять-таки это может быть все спонтанно, вот это не специально как-то они там разговор о вас завели, так вот как-то друг с другом, вот тут веселое времяпровождение, может кто-то еще и третий тут быть, тут такое, за бутылкой чая, да, за рюмкой чая, да, или как-то это говорят. Так, то есть двое мужчин о вас говорят. Ну, давайте, главная новость. Тема последней сплетни. Это работа, любовь или деньги о вас. Что это? Ух ты. О вас что? Угу. Ну, тут обсуждают в первую очередь карта звезда. В принципе, вашу внешность, вашу непохожесть ни на кого другого. А женщина по звезде, женщина отличается. Все люди как люди, а она звезда. Вот что-то есть у вас, есть такое манкое необычное, то, что может привлекать. Тут и внешность может быть привлекательная. Тут, в принципе, ваши ощущения, вот знаете, вот ваше желание может в жизни не наследить, а оставить след какой-то, да, тут может действительно людям принести пользу человечеству, даже в глобальном таком смысле. Ну, я утрирую, но вы поняли. Опять-таки, по звездочке и с интеллектом все у вас в порядке. Тут, скорее всего, женщина, которая постоянно чему-то обучается, к чему-то стремится. Вот я думаю, они тоже об этом тут как-то они это замечают. Может быть, ваше нежелание тут сидеть на месте, а вот к чему-то, куда-то стремиться, о чем-то мечтать. Может быть, даже ваши какие-то тут там мечты, проекты даже какие-то, если они знают, о чем речь, там, ну, могут об этом говорить. Также это можно считать как ваша холодность, отстраненность, может быть, нежелание делиться чем-либо, какой-то информацией о себе, в принципе, раскрываться перед, в данном случае перед ними, какой-то, вот как будто бы минимум информации о вас. В том числе вы сами не заинтересованы в том, чтобы там кого-то к себе приближать или посвящать. А при этом, опять-таки, это сюжет какой-то, он касается вашей больше, ну, вашей личности, тут понятно, да, внешность, ваше как вот поведение, как вы себя несете. Может касаться вашей семейной жизни и тут же и ваших рабочих взаимоотношений, как вы тут с кем-то сотрудничаете. При этом могут говорить, что касаемо работы, что вы, допустим, длительное время там на каком-то, ну, уже не знаю, месте работы, как будто бы ждете к чего-то, как будто бы вот-вот оно должно, вы урожай должны собрать. Много сил туда вкладываете, а урожай, тут карта башня, как будто бы, ну, не совсем, вообще не тот урожай, на который даже не то, что там вы рассчитываете, а даже они вас высоко оценивают, кстати. Тут как будто бы они говорят, она заслуживает намного большего, и она реально вкладывает силы, там, интеллект, ну, трудяжка. Вот они вас так и с вами комфортно. Тройка пентаклей именно в этой колоде. Тут такая, знаете, тут людям друг с другом классно работать, комфортно, и с вами комфортно работать. И вы и вкладываете и усилия, прикладываете усилия, и повторюсь еще раз, и навыки, способности, все у вас есть. А по башне как будто результат не тот. Тут даже вам могут, знаете, обсуждать вас и говорить, ну, с ее там способностями она могла бы там, ну, допустим, то ли в какой-то другой фирме, да, там преуспеть, или в другой даже род деятельности какой-то выбрать, она большего достигла. Опять-таки, при этом тут же идет, девочки, по девятке пентаклей разговор о вас, о том, что вы тут работаете, вы можете сами себя обеспечить, о том, что вы... Вот такая женщина, вот девятка пентаклей, это женщина, которая и себя может обеспечить, и свою родню, тут и на 2, на 3 работах можете работать, и при этом вы для себя всегда зазор делаете материальный, для того, чтобы следить за собой. Тут женщина, которая внешне привлекательна, и она вкладывает деньги, ей уже заработанные, в том, чтобы там, ну, поддерживать внешние свои данные, да, на довольно-таки высоком уровне. Они тут любуются вами, наблюдают за вами. Тут даже какие-то, знаете, я не знаю, тут какие-то
может даже как хвалебные оды отчасти. Но при этом такой нюанс, вот вас могут хвалить, но при этом говорить, а вот какое-то то ли место работы вы выбрали вам не соответствующее, то ли оно никак вам не даст тот заработок, на который вы рассчитываете. И они тут между собой могут вот это обсуждать, вот эти нюансы. И при этом в конце карта маг, это вообще в данном контексте я это считываю не так, что вас видят там манипулятором каким-то. Тут наоборот вас видят женщины, которая не до конца как продумала, как и с вашей там способности, умения вложить в какой-то проект, который будет деньги приносить, реально как хорошие деньги. Тут вы стараетесь, да, вы тут на плаву, все нормально, все и внешне привлекательно, и вкладываете деньги во внешность. Это все замечают, но при этом тут они подмечают, говорят, что а потенциал-то намного больше. По карте маг тут как будто бы вам вообще чуть ли не все под силу. Тут вообще маг, это, я считаю, самая сильная карта в колоде. И вас видят такой сильной. Как будто бы они между собой вас обсуждают и думают, а что дальше? А что дальше? Вот тут такое вот. Давайте я уточню. Маг это на вас. Ну да, тут и, кстати, вас видят по дьяволу, дьявол, маг. Женщина, которая вообще как будто бы перед ней любые возможности, ну как, любые двери могут быть открыты. Если бы вы хотели, вы могли бы даже, ну по дьяволу и маг, девочки, вы могли бы тут, знаете, если бы истинно вы там чего-то захотели, и при этом вам было бы пофиг моральная сторона этого, да, это из той серии «Вижу цель, не вижу препятствий», то вы бы это получили. А чего они думают это касается? Ну тут вообще как будто бы говорят, не вот солнце, а ты открытые дороги, вот что бы она ни захотела, у нее бы это получилось. Только тут сразу же не говорят другое дело, что она тут какая-то необычная. Вы, карта Арлекин, это нестандартно, это как будто бы у вас и какие-то желания, ну знаете, если там они могут другую, допустим, женщину считать, для нее там на первом месте там, допустим, дом, семья, у кого-то карьеристка, да, карьера там что-то. А вы тут что-то как-то Арлекин нестандартно, при этом вы еще от них и защищаетесь, вы о себе мало информации даете. Непонятно вы для них. При этом объективно потенциал, ну, большой, огромный даже. Вот это они сейчас такое как-то двое мужчин этих про вас вот такое все говорят. Ну давайте еще посмотрим, собственно, конкретная вот тема. Более конкретно эта тема сплетни о вас. Могут еще наряду с тем, что я уже озвучила, еще тут говорить о том, что в личной жизни они не знают, ну, насколько вы счастливы. Тут карта Медведь, это мужчина, который несет ответственность за вас, да, вкладывается в взаимоотношения материально. Они еще могут как-то тут такие какие-то, знаете, домыслы, какие-то сплетни выстраивать именно по поводу вашего семейного взаимоотношений ваших, да, или отношений с каким-то мужчиной. Могут рассказывать о том, что изначально карта любовь, зеркало, вот вы как там, может быть, с кем-то в брак, в союз входили, или в принципе, может быть, так вот, знаете, как вам сказать, вот официальная версия, что вы в союзе с каким-то мужчиной, который действительно о вас заботится материально. Но на самом деле, что там у вас творится во взаимоотношениях? Тут карта какая-то привязка, карта подарок. Вплоть до того, что можно это прочитать, что этот мужчина вас удерживает какими-то подарками возле себя, проявлениями какой-то заботы, а вы не факт, что вы сейчас любите его. Вот тут даже такое, вот могут вот эту вот тему раздувать. Так, паук сад, оно... Ну да, и для вас как будто бы может это
род, семья, вот как семейные, ну, оковы, да, эти, ну, как паутина, как вы запутались в этом. Ну, простым языком человеческим могут рассказывать о вас, между собой говорить, что да, типа в социуме картинка такая складывается, там, то ли вы замужем, то ли вы с кем-то, этот мужчина о вас заботится, он там вкладывается, там, материально, вот прям прикладывает усилия для того, чтобы вас рядом с собой удержать. В том числе это какие-то подарки, может быть, вот материально даже как-то вот так вот они тут смотрят сюда. И они могут говорить, что да, изначально, может, там и полюбил, выходили замуж, но сейчас от этой любви как будто бы остался пшик один с вашей стороны. Но вы все равно, как в этих сетях, как в паутине, вы запутались и вот там находитесь. Ну, вот такой вот. А давайте посмотрим цель этих сплетен, чего они хотят добиться. Для чего они вот это такое вот обсуждают вас, для чего они это говорят. Чего они хотят этим всем добиться. Ой. Тут 100% один из них, какой-то мужчина, может, знаете, если у вас с ним были какие-то взаимоотношения, у кого-то романтические, у кого-то тут любовная история, у кого-то там все окончилось не начавшись, и карта расставания случилась, то для него это как незакрытый гештальт с вами, карта бумеранг, он как возвращается, ну, к мыслям о вас. При этом желание на самом деле, вот у него как скованы руки, он все равно это как, я говорю, как незакрытый гештальт, ему нужно с этим разобраться до конца, может быть, даже в собственных глазах, в глазах кого-то, так вот, знаете, как прочесть там, доказать, что, ну, ничего не было бы у вас, у него с вами, да, или же там, ну, как будто бы где-то даже, может быть даже обесценить те какие-то эмоции, чувства, которые он до сих пор испытывает. Может быть, даже ваш образ какой-то, знаете, такой, ну, расшатать. Но не обязательно он идеальный. Тут ему интересно, что думают другие мужчины о вас. Вот тут вот. Вот одному конкретно мужчине интересно, но второй тоже как-то включается очень живенько. Так, ну и чего они хотят добиться? Тут карта иглы, видите, в сердце игла, и карта вольт манипуляции. Ритуал, кандалы, расставание, бумеранг, руна, перекресток. Такое, как будто бы действительно не может человек отпустить вас внутри. Ему очень интересно, как ваша судьба складывается. Может, кого вы выбираете, почему вы сейчас во взаимоотношениях с кем-то находитесь. Правду ему хочется узнать. А тут он ее трактует, как он видит. Как, ну, это манипуляция со стороны тут какого-то конкретного мужчины. Ну, вот вы у него сидите, как эта вот тупая игла в сердце. Вот сидите, ему больно. Поэтому он пытается как-то даже эту ситуацию смоделировать. Вот, может быть, про вас что-то узнать, может быть, даже подкинуть какие-то даже нелепые истории о вашей личной жизни. Тут больше даже личная жизнь его интересует. И это он делает уже не первый раз. Карта вольт, это, как, знаете, кукла Вуда. Манипуляция. Вот покрутить, узнать ритуал. Он запускает этот ритуал. Опять-таки, дабы надеяться узнать что-то о вас. Так, карта перекресток, руды. Именно вам испортить настроение или поссорить вас. Нет, такого нет. Я даже не вижу, чтобы он тут... Вряд ли он даже хочет, чтобы это какие-то разговоры дошли до вас. Тут эти как двое каких-то приятелей или в принципе, может быть, коллеги, да, там сели за, повторюсь, за рюмкой чая, там коньяк, еще что-нибудь там, и, между прочим, типа, да, один типа, между прочим, а второй действительно может быть, между прочим. Тут из-за вас разговор зашел, за ваше семейное положение, за ваш там потенциал, за вашу внешность, за ваше продвижение там где-то, вот у кого-то это карьерная лестница, у кого-то это какие-то там ваши достижения. Тут вас как и личность, но в первую очередь как женщину вот обсуждают, в том числе и ваше семейное положение.
А мне давайте я пару карт вытащу. В принципе, вот на этой колоде, наверное. А основной их какой-то, знаете, настрой, посыл по поводу вас. Ну, негативный, позитивный в отношении вас. Основное такое. Ясность. Знаете, наверное, нейтральная. Просто кому-то из них четко хочется узнать на самом деле ясность, какая вы, что у вас в жизни происходит. Но это одному, а второму. А второму тоже интересен ваш путь, в принципе. Вот, чего вы достигаете, к чему вы стремитесь. Ну, тут как бы искренняя заинтересованность. Я думаю, и один, и второй вот их интересует, что на самом деле у вас происходит. Прям интересно так. Так. Ну, давайте последнее. Теперь посмотрим, как вам реагировать на эти сплетни. Реагировать, как игнорировать или, может, разоблачать как-то их. Да, ну, зачем оно вам надо, конечно. Ну, что, карты что покажут там. Давайте, как вам реагировать. Давайте так, что я вижу? Если в прошлом у вас каким-то мужчиной, да, вы знаете, догадываетесь, о ком речь, вот сейчас вот там, вы догадываетесь, о ком из мужчин идет речь, то не сложилось там у вас, тут по карте коса разошлись вы, то вам говорят, себя не кори в этом всем, да, ну, не нужно тут какого-то самобичевания по поводу того, что если бы я так поступила, то было бы так, если бы так, то по-другому, ну, не нужно, говорят, это ни к чему хорошему не приводит, это только внутри вас вот это вот накапливается какая-то негативная энергетика, ну, вас разрушает, ни к чему оно не приводит. Карта злоба, даже если вы злитесь там на какого-то мужчину, да, мало ли, почему вы на него злитесь, то, скорее всего, вам говорят направить эту энергию в какое-то действительно позитивное русло для вашего развития. Там у кого-то это творчество, у кого-то это построение даже новых взаимоотношений, может быть, построение там карьеры. Вот тут вот это больше. Вот это самобичевание, это злоба, это вас разрушает. Ну, кому-то это нужно услышать, не нужно в этом находиться долго. По идее, нужно это все прорабатывать, отпускать. А как себя вести, как реагировать? Вам говорят, тут карта корабль, леса, письмо. Вот вы как мало о себе информации какой-то доносите, и о личной жизни, и о своих каких-то планах. Вот так вот себя и ведите, да. Когда уже оно свершилось что-то, да, там, случилось, там, то ли вы замуж вышли за кого-то, то ли там уже на новом месте работы, уже начали активно там работать, уже какой-то бизнес-проект запустили вовсю, вот только тогда вы можете, если вы хотите, поделиться вот с какими-то людьми, которые могут донести, допустим, до какого-то интересующего вам мужчину, если вам это нужно. И вообще, в принципе, вам говорят, ну, поменьше этой информации какой-то давай, будь хитрее, будь как хитрая лисичка, там, свои дела делай какие-то. По карте корабль, как будто бы даже не спугни удачу, не нужно это, вот, к себе привлекать не нужно это внимание. Вот даже вы очень интересны сейчас им, потому что информации о вас мало. Как будто бы они понимают, что что-то происходит в вашей жизни. Там, вы куда-то идете, к чему-то стремитесь, там, о чем-то мечтаете, движетесь, на месте не стоите, но при этом вообще как будто бы информации о вас мало очень. Привлекательно, загадочная, непонятная. Где-то, знаете, из той серии она могла бы большего добиться, там, или иметь лучшего партнера, или место работы какое-то, или там в бизнесе лучше, там у нее проекты могли бы быть, но она там то ли в силу неуверенности в себе, то ли в силу еще чего-то, она как будто бы сейчас как какой-то такой выжидательная позиция отчасти. Ну, это, наверное, могут говорить о том, что вот если бы там ей чуть-чуть больше добавить там, ну, то ли уверенности в себе, то ли я не знаю, может быть, даже наглости какой-то, яркости в плане того, чтобы отстаивания себя, то вы бы достигли большего. Тут так.
Но совсем не факт, что если бы вы в взаимоотношениях с ними были, если бы вы так себя вели, то им это понравилось бы, девочки. Вы понимаете, да, тут такие нюансы. Ну и как всегда, сплетни — это налог на яркость, который платят те, кто не боится быть собой. Вот вы не боитесь быть собой, вот поэтому налог на яркость. Это платите вы, этот налог. Психологически люди обсуждают вас только потому, что их собственная жизнь может быть недостаточно яркая по сравнению с вашей. И им хотелось бы, да, может быть, самоутвердиться, даже где-то так вот за ваш счет, где-то даже отвести разговоры от себя, вот, может быть, касаясь вашей жизни, они как-то уводят разговоры о своей личной жизни в сторону. А пока они тратят время на создание легенд о вас, вы тратите время на создание своей реальности. Счастливой, наполненной, яркой жизни. Все, мои хорошие, удачи вам во всем. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.